Ребят, всем привет! Я вот пытаюсь снимать ролики в свободное время. Ну вот, как видите, последний был записан 2 года назад, и он посвящен игре Crusaders Kings 3. И я вот набрался сил, чтобы снять новый ролик тоже про данную игру. Вот что я придумал. Хочу, чтобы чат GPT попробовал себя в роли правителя. У меня есть премиум версия, но использовать мы будем не четверку новую, а версию 3.5. А потом, если жанр вам зайдет, придумаем что-нибудь с новой версией. Ну и так мой диалог начал с объяснения правил нашего взаимодействия с ботом. Он, конечно, нифига ничего не понял и заладил, что не умеет такое делать. Но я был настойчив. В итоге он согласился отыгрывать роль правителя страны. Ну, во всяком случае, постарается это сделать. Будем наблюдать. Сразу сделаем ремарку, что я его планирую использовать только по ключевым моментам. То есть всякую бюрократию, выбор совета и прочие квесты, это я возьму на себя. Дальше вы сами поймете, почему я так сделал. Итак, игра началась, я прошу его выбрать страну. Он снова говорит, что мол, надо все взвесить за, против, ну и так далее. В итоге сам мне привел список стран и сказал выбирать вообще мне. Но так у нас ничего не выйдет, поэтому я дожал его, и он принял наши условия. Я предложил ему выбрать одну из 10 стран, по принципу наиболее интересного или выгодного старта игры. Я также упомянул, что в игре 867 год, ну чтобы он в контексте был. Я ему перечислил 10 стран, и бот сказал, что хочет править Византийской империей. Ну, недурно. После выбора Византии, бот отметил, что помнит наши условия и договоренности и ждет вопросов по игровым ситуациям. Вот это вот мне понравилось, потому что бот не выпал из контекста, это похвально. Наконец я запустил игру, и оказывается у нас сразу идут военные действия, то есть некий султанат Алгабидов хочет Сицилию. Ну что ж, сразу пойдем спрашивать нашего короля о планируемых действиях. Я пытался ему объяснить численность войск, то есть подтолкнуть его к абсолютно очевидному решению, которое бы принял игрок. Но он все время забывал, что король, вот в этом проблема. Пришлось прямым текстом ему напоминать: ты король. И, кстати, приходилось это делать не один раз. Тогда он решил перестраховаться и спросил: точно нет преимуществ у противника? Я говорю: точно. Нужно свыкнуться, что у нас такой неуверенный, сомневающийся правитель. По итогу совещания с нашим господином он таки боязно решил атаковать противника. Слава богу, с этим разобрались. Ну и я пошел исполнять волю короля. Выбрал характеристики, высадился вблизи соперника, начал собирать войско. Вот это вот вся базовая рутина. Враг закружил на своих кораблях вблизи Сицилии, но не мог понять, как его атака превратилась в патовую оборону. По итогу часть нашей армии тоже села на свои корабли и поплыли бить врага в Мальте. Первое сражение было не слишком тяжелым для нас и достаточно очевидным, несмотря на то, что войска были сразу после корабля. И тут я вот решил усложнить себе жизнь максимально и поделился этой новостью с королем. С одной стороны, отчитываться надо, но с другой стороны, вопрос я ему задал вообще сложный. Стоит ли нам держаться спариваемых территорий или же самим напасть на землю врага? Он, как всегда, забыл, что король. Вообще, чат GPT очень скромен и услужлив, а я его заставляю примерять абсолютно обратный характер. Тем не менее, вот такие у нас условия игры. По итогу, я как первый советник слегка надавил, и король более уверенно решил напасть на врага нам, самим, не дожидаясь его так. Учитывая все это превосходство, это разумно. Правда, я надеялся, что он сам это предпримет гораздо раньше. В общем, мы двинулись в путь. Высадившись, я решил частью своей армии, вторую я оставил в Мальте как резерв, перехватить войско врага на их территории, чтобы оно не восстановилось для более неудобных сражений. Эта битва тоже стала легкой добычей, затем, чтобы упрочить свое преимущество и попытать шанс на захват важного пленника, я двинулся на столицу. Логично. Благо, в этот период игры осады замка достаточно простые и не столь длительные, ввиду отсутствия укреплений во множестве городов, особенно за пределами Европы. А вот квесты, которые появляются, я по первости читал, думал сделать их частью выбора для нашего короля, но там слишком много контекста, и учитывая его забывчивость, я решил просто кликать на самые нейтральные или минимум приносящие вреда варианты. Ладно, с квестами разобрались, а вот сейчас пригодилась вторая половина армии, чтобы добить остатки войска султаната. Начались небольшие догонялки, но уже очевидно, что битва — это вопрос времени. Ладно, стоит отвлечься, ведь мы захватили вражескую столицу, а это значит, что пора об этом доложить королю. И я пишу ему радостную весть и делюсь процентами победных очков. И что удивительно, наш бота-король говорит: идем воевать дальше и дальше вглубь. Почти без лишней демагогии, вот это удивительно. Что ж, меня просить много не надо, погнали дальше. И оказывается, мы уже победили, потому что все-таки настигли остатки войска врага и одолели их, при этом не захватив больше никаких новых регионов. Победа есть победа, и бот частично одержал верх самостоятельно, будем честны. Что ж, идем снова докладывать королю об этом событии. На что он радуется, поздравляет нас и делает замечание, что сейчас важно укрепить новые регионы и уделить немного внимания внутреннему состоянию страны.
В итоге было решено укрепить нашу власть и войско союзами. Немного посовещавшись с королем, начались игры сватовства. Было непросто найти нужную кандидатуру, я особенно и не смотрел на их характеристики, мне лишь важно было увидеть хорошую численность войска Союза. И с этими были проблемки. Вот мне только усложнял задачу, потому что он предложил мне какую-то княжну, но я ее что-то не нашел. Но король важно подметил про то, что проблемы с алгобитами, возможно, до конца не решены. Поэтому стоит уделить внимание местному региону. Ну вот по итогу нудного выбора невесты мы заключили относительно географически и дипломатически выгодные союзы. И я пошел снова докладывать королю. Доложив о том, что мы заключили союзы с Мунтенией и регионом Балатон, король принял это как положительную весть, одобрив все наши старания, ну слава богу. Далее я уделил немного внимания строительству по указу свыше, а затем я попросил короля подумать о новых завоеваниях, ну, чтоб скучно не было. На что он снова проявил свою скромность и беспокойство. Тогда я, будучи первым советником, ну я так себя назвал, ему указал конкретную цель в виде графства Поморья. Мне просто было интересно, как вынудить его атаковать. Раз он затрудняется в выборе, показал ему регион. Король говорил о том, что сомневается вообще в войне. Ну, миролюбивый у нас такой король, что поделать. Я ему напомнил, что вообще-то он король, и любое его решение будет принято. Мир так мир, война так война, ну, мне без разницы. После чего он снова почувствовал себя сразу смело и говорит: погнали захватывать. Ну, чё ж, погнали. Соотношение сил было сильно в нашу пользу, географически туда добраться было тоже просто. В общем, победа была на уровне досягаемости. Наш соперник попытался немного поиграть в догонялки, сев на корабли, но учитывая то, что у нас есть 3 независимых войска, мы 2 послали на осаду вражеских регионов, а 3 выставили в оборону. Противник высадился на наших территориях, но уже было понятно, что любое его действие является заведомо проигрышным. Да и наше оборонительное войско пошло встречать оппонента к нему прям. По итогу мы захватили 2 вражеских региона, а 3 войско уже сражалось с соперником. Одолев его, счетчики военных очков сразу достигли 96%. Ну, в таких случаях практично просто подождать немного, и очередная победа случилась. Снова пошли к королю. Затем, извиняюсь, тут сейчас будет лишний кусок из-за моей тупости. Я начал объяснять боту о наличии очков благочестия, и что у нас их мало, и они нужны для священных войн, это как повод для войны, поэтому сходи-ка ты в паломничество, параллельно напоминая ему, что он король. Ну, потому что, когда он вспоминает, что король, он становится более решительным. Он переспросил, все ли у нас в государстве в порядке, пока он будет в паломничестве. Я ему говорю, да. Но я его чуть-чуть как-то обманул, потому что у нас нифига не хватает денег на паломничество. Ну, то есть пришлось его расстроить, вышло, конечно, тупо. Он никуда не поехал и не понял вообще, нафиг я его об этом спрашивал. Затем, после очередной небольшой беседы с королем, он говорит, что не против напасть на эмират Салданидов. Однако из-за недостатка очков благочестия первым делом нам надо отправиться в паломничество. Ну, наконец-то таки уже туда сходить. А пока у нас рождается дочь, я об этом пишу королю, он сразу в этом видит выгоду. Ну, то есть все-таки обретает черты нормального матерого правителя. И, наконец, мы отправляемся в паломничество за очками благочестия. И благодаря каким-то стечениям обстоятельств заболеваем. Там отправляем гонца на поиски врача. Выбираем того, что подешевле. В нашей империи что-то с деньгами и так не особо. И просим не прибегать к риску, а лечить традиционно. После лечения нам заметно становится лучше. Ну и наше паломничество тоже проходит успешно. Затем я начал выполнять военный план нашего правителя по нападению на эмират Салданидов. Выбирал территорию для захвата я недолго, остановился на более обширной территории, посчитав, что это решение одобрил бы король, ну и я, собственно. Я ему доложил об этом, он, конечно, заладил свою пластинку на тему, это, конечно, все хорошо, но нам надо смотреть, чтобы внутри было тоже все спокойно. В дальнейшем он частично окажется прав, ну а пока я просто вел рутинные действия в войне в образе Голиафа. В этой небольшой войне снова начались привычные догоняшки, но вполне логичные. Мне было очень лень бегать за противником по суше, поэтому я разбрасывался деньгами на передвижениях на кораблях. И все-таки даже на кораблях, не догнав вражеское войско, нам улыбнулась фортуна, ведь после первой же осады нам в плен попал эмир. Ну и, соответственно, мы получили сразу 100% очков войны и победили. Я отправился докладывать королю. Он сообщил, что беспокоится о быстрой экспансии и считает, что нужно укрепить новые позиции. Далее мы с ним коротенько посвящались на тему того, что у нас регионов больше, чем позволяют навыки управления, и он посоветовал даровать их тем вассалам, у которых территории граничат с новыми. Это прям без шуток разумное решение, я не всегда к этому прибегал. Дальше я ему снова на правах неугомонного старшего советника накинул идею про экспансию. Король сообщил, что Крит захватить в принципе было бы неплохо, но при условии, что у нас все надежно и стабильно. Я проверил, и действительно у нас очков благочестия хватало, чтобы объявить войну по захвату всего Крита.
Ну, мы и погнали. План прост. Высаживаемся поближе, берем в тиски и дожимаем. Соперник оказался чуть посложнее ввиду большей численности армии, сравнительно с прошлыми врагами. Но мы в себе уверены, да и чат-бота расстраивать что-то вообще не хочется. В общем, пришлось провести несколько достаточно сложных сражений, прежде чем прийти к осаде. Было, в общем-то, непросто, так как пока мы ничего не захватим, войска пополняться не будут, а пока они у нас только таяли. И я допустил ошибку, отвлекшись на всплывающие окошки. Враг обхитрил меня, атаковав мое небольшое запасное войско поддержки. И, соответственно, мы понесли первое поражение в битве. Правда, тут же мы армию врага за это и наказали. Получив почти 85% очков победы, нам оставалось лишь ждать и захватывать новый регион. Но тут прилетает то, чего вот мы никак не планировали. Просьба о помощи в войне от нашего вот недавнего союзника. Что с такой задачей наш бот еще вообще не сталкивался, поэтому пойдем снова его тревожить. Сначала я расписал ему полную ситуацию, ну чтобы он находился в контексте. И он снова включил вот этого демагога 99 уровня. На что я уже попросил правителя не мямлить, а ответить четко и конкретно, помогать ли нам союзнику или не помогать. На что получил твердое «да». Вот это я возьму потом на вооружение, спрашивать его односложно. Мы принимаем призыв, но сначала заканчиваем со своими задачами. После контрольной битвы мы одерживаем победу. Докладываем об этом королю с примечанием, что бюджетик-то наш вообще-то прохудился. Он в свою очередь не слишком гневается и не говорит «я вообще-то предупреждал», а говорит, что верит в то, что ситуация выправится. Затем небольшая беседа о раздаче территории, ведь снова превышен лимит. По итогу договорившись, мы раздаем земли вассалам и неспешно идем выручать союзника, хотя он там вроде своими силами воюет неплохо. В итоге война продлилась недолго, и мы быстро одержали очередную победу. Снова идем докладывать об этом королю. Он рад, но не от всего сердца и приказывает сконцентрироваться на бюджете страны. И по возможности строить новые предприятия по увеличению дохода. Я уточнил про то, что мы на время забываем о войне, он тут ответил «да». Я принялся за выполнение поручений чат-бота очень исправно, то есть строил и копил деньги. Также пришлось позаниматься внутренними делами, коих накопилось за это время немало. Также немного уделил время и прокачке персонажа. Спустя несколько месяцев мы пришли с отчетом к королю. За это время в одиночестве он снова забыл, что он король. Пришлось также напомнить ему о том, что мы вообще-то играем в Crusaders Kings 3. Он опомнился. Я начал задавать, не желает ли он переключиться на войны, ведущие к распространению религии, на что он снова вспомнил о том, что он всего лишь искусственный интеллект. Я настаивал, и в итоге наша беседа заняла много времени. Вообще, беседы здесь занимают очень много времени. Я ему предлагал варианты экспансии, он отвергал почти все, обосновывая на том, что он боится за свою репутацию. Пришлось ему напомнить, что будучи правителем Византии, вряд ли нас должно волновать, кто что вообще там подумает. В итоге снова после небольшой беседы он дал добро на захват ближайшего небольшого государства, дабы превратить его в независимого союзника с нашей религией. Выбор пал на Эдисан, слабое государство по ту сторону Черного моря. Так как нам хватало очков благочестия, мы решили захватить сразу всю его территорию, и снова началась привычная вот эта вот военная экспансия. Войска врага было мало, а стены не столь прочные, поэтому победа не заставила себя долго ждать. Далее, по договоренности с королем, требовалось поддержать немного территорию у себя, а затем найти достойного подданного и передать ему новую землю в независимое правление. Такой кандидат был найден, здоровый, верный, в нормальном возрасте и с детишками. Выполнив все поручения, мы пошли с докладом к правителю. Он все одобрил и распоряжений новых не дал. Ну чё ж, будем ждать новые игровые события. Пришлось заняться очередными внутренними делами, как внезапно прилетело нежданное прошение о союзничестве с нашим первым соперником. Повод потревожить короля. Чтобы он принял решение, пришлось в очередной раз дать ему данные о нашем положении и положении данной страны. На что правитель сказал: не, давай мы их лучше будем бить и возможно ногами. Что ж, отказываем и ответным шагом объявляем ему войну за всю Сицилию вообще. Начинаем свои военные действия с осадами, догонялками и прочими привычными атрибутами. Пока мы бились, пришло оповещение, что наша дочь повзрослела и готова на выданье. Король порекомендовал найти соседние государства и наладить союз с ними. Из ближайших выгодных было решено заключить выгодный, но очень неэтичный союз молодой девушки с 70-летним королем Абхазии. Что ж, хоть страна и небольшая, но там живут единоверцы, и она очень выгодно расположена. Такой союз нам не повредит. Отчитываемся королю, он, конечно, рад такому стечению обстоятельств. Ну, а как же ж. Возвращаемся к своей войне за Сицилию и доводим войну до нужных результатов. Очки войны копятся не так спешно, как в прошлых войнах, за счет дополнительных территорий у соперника, поэтому приходится и добивать его войско помимо осад. Наконец-таки мы одерживаем победу и присоединяем всю Сицилию. Докладываем правителю, сообщая, что из серьезных соперников в регионе у нас остались только аббасиды. На что король громко заявляет, что помнит об этом и не готов принимать решения на этот счет. Ладно, не будем тревожить короля, займемся бюрократией. Затем у короля рождается сын, на что он
почему-то поздравляет нас. Ну, ладно. Меня забеспокоило то, что активизировались внутренние проблемы и зреют восстания, поэтому решил спросить короля про авторитет короны. Он считает, что требуется поднять авторитет. Также у нас повзрослел сын и готов жениться. Король говорит, что кто-то делает предложение его сыну. Я немного призадумался, проверил все и говорю, что никто не делает, а нам надо выбрать подходящую партию самостоятельно. Король внезапно включил свой альфа-темперамент и разумно сообщил, что нужно определиться со следующими целями экспансии, и потому выбрать союзника, исходя из этих соображений. По итогу беседы король, поражая своим разумом, действительно поражая, говорит, что стоит присмотреться к каролингам. Конечно, за ними придется приглядывать, но сейчас это идеальная партия. Я, опешив от такого поворота, пошел исполнять. Честно скажу, выбрать подходящую невесту было тоже непросто. То хорошенькая, да репутация плохая, а союз неважно. То все с этим в порядке, но наследственность как бы не очень. В общем, пришлось повозиться, и в итоге я устроил помолвку младшему сыну. Ну, не старшему, а младшему, потому что у младшего варианта были как-то получше. Доложив о союзе с Фракией и домом каролингов, король напоминает, что вообще-то старшего надо было тоже выдать. Ну что ж, продолжаем сватать принцев. В итоге был заключен больше репутационный, нежели военный союз, и тут же Фракия, новенький союзник, желает нас тянуть в войну. Пойдем обсуждать с королем. Король соглашается, потому что репутационные потери в союзе слишком велики, и потому, если у нас есть ресурсы, призыв надо поддержать. Ну, соглашаемся. Занимаемся войной и попутно решая какие-то мелкие задачи. Кстати, мысли о восстании внутри нашего государства помаленьку сходят на нет. Это и хорошо, потому что все наши войска сейчас находятся близ Италии и немного заняты. Особенно неприятно стало, когда вражеское войско показалось с очень серьезной численностью, и нам пришлось объединить войско в одно. На случай генерального сражения. Никто не делал поспешных решений, и в догонялки играл уже я. Я дождался удобного момента в ошибках логистики врага и навязал большое такое сражение. Разделившееся вражеское войско не смогло грамотно противопоставить нам оборону, и потому мы победили. Хотя тоже понесли такие, ощутимые потери. Война маленько сбавила свои темпы, и мы снова обратили свой взор на внутреннюю политику. Но вот незадача. Помолвка нашего сына сорвалась по причине того, что его будущая жена утонула. Получается, мы помогаем в очень непростой войне союзнику, с кем союз фактически расторгнут. Идем с этими новостями к правителю и спрашиваем, какую кандидатуру искать на сей раз. На что король приказал обратить внимание на 3 страны: Болгария, Грузия и Венгрия. Вот эта вот конкретика в редких моментах, когда чат-бот мне ее дает, мне очень нравится. Ну и снова мне пришлось заняться поиском нужных невест по указу нашего короля. Пока я отвлекся на дела амурные, мы победили в войне. Это хорошо, потому что война была достаточно опасной и могла быть затяжной. Это все хорошо, но невеста так и не выбрана. Продолжаем вот с этим. Снова это было долго и непросто, но мы нашли в очередной раз скорее репутационную партию, аккурат где-то на территории Италии. И вот чего не ждали, недовольные вассалы требуют снижения авторитета короны, которую мы недавно вообще-то подняли для этих целей, чтобы они не восстали. Ну и идем докладывать королю. Он дальновидно сообщает, что авторитет можно понизить, но затем все это дело мы вернем, будучи в более выгодном положении. Очень снова разумно, и потому исполняем, идем на уступки. Также я отмечаю, что наш план по созданию независимого союзника провалился. Не уследил я за ним. Ну, король не сильно сожалеет, затем я снова погружаюсь в пучину внутренних дел. Я решил уделить внимание вражеским фракциям, понизить их силу, чтобы не допустить снова таких неожиданностей. Во-первых, наведя порядок в совете, больно уж там много неблагословных к нам. Затем я задаю контрольный вопрос про аббасидов, и король в этот раз серьезно задумывается. Мне кажется, нас ждет большая война. Ну что ж, на этом пока все. И так получилось не коротко. Если это понравится, то в этом формате мы запишем либо продолжение, либо чат GPT-4 попробуем в этих же условиях. Ну на этом все. Если формат зашел, понравился, помимо лайков и комментов, о которых вы и так все знаете, напишите, стоит ли нам продолжать именно вот эту серию, или же попробовать чат GPT-4 в этих же реалиях. Ну и посмотрим, кто там умнее, кто там лучше, как это все играется. Всем большое спасибо, обнял, и до новых встреч, надеюсь, не через 2 года.